Дорогие друзья, вот эта очаровательная девушка, которую мы показывали однажды, которая была мисс Украина в Египте, она меня пригласила на завтрак. Говорит: Виктория, приходи, ты готовить не любишь, а кушать любишь, приходи. Вот, а Танечка у нас еще скорпионка, и скорпионша, не, скорпион, скорпионша, а я обожаю скорпиончиков, и поэтому я пришла. Маркус уже тоже скорпион. Да, Маркус скорпион. А у меня... У нас, короче, свое сообщество. Да, а у меня асцендент в Скорпионе, так что я ваш человек. А у меня акции... А я даже не знаю, кстати. А- Я что-то смотрела вроде, но что-то я кого-нибудь- получила эту информацию, в чем у меня акцидент. Да, надо спросить этих мастеров. Так, и Танечка, что готовит сейчас? Это я нам к шакшуке делаю салатик. Ёлки, Не показывай. надо, да? Ой, елки-палки. Такой у меня завтрак, Танечка. Ну давай, накладывай. Ой, представляете, яичница у меня, что, помидорчики, да? Да, это яичница с помидорами, ну, большое количество помидоров. Да, супер. Лука, и я еще добавила колбаску, по Вау. которой мы так скучаем. Да? Ну да, действительно. Ой, какая вкуснятина. Сейчас будет завтрак у нас такой. Такая квартирка у Танечки классная. Ну, это на Шератоне. Тут такие квартиры, как классические. Вот они так вот любят диваны поставить при входе. Какой-то диван, что попа каменеет через час. Такой же матрас, что все тело каменеет. Это вот такие... Да, такие съемные квартиры в Египте. Я хлеб ломаю, ты не против? Ломай, супер. Потому что... Вот у меня такой полезный завтрак с утра. Танечка, сегодня много дел сделаю благодаря твоему завтраку. Вот, вкуснятина. Вот, все видели, какая у меня подруга Танечка красотка. Так что вот так вот. Она вернулась, и будем с ней делать разные фильмы по возможности. Это вот Танечка даже мед гречишный привезла из дома. Все. Так вот мы тут... Все тащим в свою берлогу. Все тащим, потому что тут вот, смотри, чашечка крутая. И тоже из дома. Обалденная чашечка. Так вот мы тут живем, балуем себя, да, везем всякое. Конечно. Почему? Самое смешное, вот эта арафатка меня обрадовала. Оказывается, это от пыли. Кстати, очень верно, потому что я заманалась уже дома вытирать полы, пыль. Это просто, да, каждые 2 дня ты где-то натираешь, особенно у меня стоят вот здесь вот вилки, там всякие лопаточки, и тоже просто каждую потом перемывать, перетирать, это какой-то ужас. Ну. Танечка еще чаи разные привезла из дома. И сейчас чай с чабрецом будет. 6 лет уже не пила чай с чабрецом. А тут нету, да, чабреца? Нету. Тут же много, что ли? Нету! Тут финики есть. Падают с пальм. А я, наверное, с барбарисом попью. Да, тут вот барбариса, чабреца, такого не хватает. Танечка, какая ты красивая. Вот мама старалась с папочкой. Очень, да. Очень старались. Так. Ты прям такая светленькая. О, можете мне немножечко позавидовать, потому что это у нас деликатесы. Аленка, щербет. Так что вот такое у меня прекрасное утро благодаря Танечке. Танечка, ну расскажи нам что-то из твоей жизни. А что из моей жизни? Мы только вернулись с отпуска. Вот, дома очень кайфанули, но, честно сказать, даже соскучилась по Египту. И даже по местной еде немного соскучилась. Да? По какой же? Баба Гануш очень нравится, тахина тоже, я распробовала тахину, вот тахина очень мне понравилась. Даже вот эти вот местные дешевые лепешки вообще зашли на ура с бабой Ганушей с тахиной. Ну, наверное, дома просто, когда были 1,5 месяца, сбили вот эту вот оскому, что изначально хотелось всех продуктов, ты сама знаешь, которых тут нету, которые с трудом достаются. Вот, и оскому потом уже сбили, и все, уже как-то ты же ко всему привыкаешь, и уже начинаешь так воспринимать как должное, уже оно тебе не приносит такого удовольствия, ты начинаешь скучать за чем-то другим, что ты там раньше или пробовал, ел и так далее. Вот, а так дома, конечно, классно, природа, воздух, но Египет тоже, у меня... Не знаю, наверное, после уже 2-3 недель пребывания дома у меня все равно мысли о Египте уже в моей голове, да, были.
любовь все появилась, да? Ну, что-то есть такое, да. И мне интересно очень тут. Мне вот как-то хочется узнавать больше и больше Египет и путешествовать по самому Египту. Вот, по съемкам тоже очень сильно соскучилась, по съемкам, всяким мероприятиям такого рода. Что? Вот. Ну и по девчонкам, и вообще и по квартире. То есть родительский дом это классно, у мамы жить это классно, но все равно ты уже в таком более зрелом возрасте привыкаешь к своему какому-то комфорту, уюту, к своему жилью. Мгм. Ну, это да, да, факт. Расскажи что-то смешное из своих съемок. Да много таких ситуаций было. Ну, во-первых, была, кстати, ситуация не смешная, для меня очень-очень странная. В общем, поехала я в Каир на съемку, не знала, что будет за съемка. Значит, приводит меня ассистент менеджера, и там медицинский центр. Меня полностью одели в медицинскую одежду. В общем, мне палату выделили, все там. Я заселилась в эту палату, сидела, красилась. Они там приходили, кофе, чай предлагали, все дела. И потом, значит, мы уже проходим на первые дубли на съемке. И меня просто говорят, ложись на кушетку, и вот тебе нужно там изображать пациентку. Я ложусь, там доктор, он что-то рассказывает, все. И такой именно показывает и рассказывает что-то на моей ноге. У меня в этот день прооперировали маму, сделали ей тоже вот лазерное, получается, ну как запаивание вены. И он, значит, что-то делает, я лежу и думаю, во-первых, реально ли он доктор или нет, или это именно для сцены, да, какого-то фильма. А второй у меня сразу момент, думаю, а что мы мне делаем? Либо там кости он смотрит, либо вены, может быть, он смотрит, либо там еще что-то. И я, значит, в перерыве такая у него спрашиваю, говорю, а ты реальный доктор? Он такой, да, реальный доктор, вот я открываю свою клинику, и говорит, для вот этой клиники мы, значит, снимаем этот видеоролик. И получается, я такая говорю, так а что мы сейчас делаем? Он говорит, мы тебе делаем вот это вот лазерное запаивание вен. И представь себе, у меня маму в этот же день вот только прооперировали. И я просто, у меня аж, наверное, подбородок вниз упал. Я такая говорю, представь себе, у меня у мамы сегодня реальная, говорю, операция была. Но это вот о немножечко таких странностях. Волшебных моментов, Да, да? притом были волшебные моменты, даже когда мы были в России, мы пошли в кинотеатр смотреть фильм, и, в общем, начинается фильм, и начинаются египетские какие-то кадры. Я вообще не понимаю, что происходит. Это уже было ближе к концу отпуска. Вот, потом, значит, смотрим фильм, там русский фильм был про девушку, и у нее отец был египтолог, то есть она в интервью рассказывает свою историю, да, говорит, у меня отец египтолог, я аж рассмеялась, такая, говорю, о, все, пора, говорю, Египет зовет. Да. Вот. Потом была тоже веселая такая интересная история. Есть тут местный певец известный, который поет песню Саталана. Не помню полное его имя, там очень все сложно. Вот. Ну, в общем, меня менеджер приглашает на съемки для участия съемок в клипе в Каир. Я, значит, приезжаю в Каир, все там делает визаж, делает укладку. Значит, мы начинаем там снимать какие-то тоже дубли. И вот этот вот певец, там певец и певица была, значит, он вообще вот так вот рядом со мной сидел, мы там в бассейне, он в кругу, получается, я на таком как батуте, он там брызгал на меня, даже спросил, как тебя зовут, там откуда ты и так далее. Ну все, я с ним так холодно общалась, потому что, во-первых, там мужчина уже такой достаточно в годах, и мне просто, в принципе, даже не о чем было с ним разговаривать, и неинтересно было. Вот. В результате я уже приезжаю домой, и где-то через неделю, я не помню, то ли подруге хотела скинуть вообще, что вот я в клипе участвовала там у кого-то, начала искать, что вообще это за певец. И когда я нашла, я офигела, потому что как бы он тут гремит во всех клубах, в каждом такси, ну вот этот трек Саталана. Вот. А то есть я, когда снималась в этом клипе, я даже не предполагала, что это, ну, тут в Египте настолько известная как бы персона. Класс. Вот, скоро у меня, кстати, намечается поездка в Норд-Кост. Я в Норд-Косте еще не была. Не было, да? Да, там Средиземное море, говорят, очень красиво. И все вот девчонки, кто был, советуют прям поехать. Ну, как бы дорога трудная, только до Каира, получается, 6-7 часов. Из Каира нам предоставляют трансфер. Вот, и на трансфере еще вроде как говорят 3-4 часа до Норд-Коста. Ну, мне в любом случае интересно поехать, посмотреть.
Тебя вот эти съемки вдохновляют вообще, да? Мгм. Мне нравится то, что каждый раз это что-то новое, и даже ты едешь, ты не знаешь вообще, что за сюжет, что там будет, что-то новенькое. И бывают такие Ну, и мне крутые сам. нравится наряжаться. В обычной жизни я редко очень крашусь, редко там делаю какие-то укладки, то есть я такой люблю комфорт более, и одежду комфортную. А на съемках мне нравится то, что я могу реализовать вот эту вот там свою натуру, да, другую, так скажем, то есть там красят, особенно на вот этих вот ивентах, на которые мы ездим в Каир. Там вообще, знаешь, делают такие всякие фантазийные образы, макияжи. Ну, то есть не просто макияжи, а именно какие-то такие художественные, прикольные. Класс. Вот. Ну и наряды там офигенные, всякие классные. Супер. Я не знаю, ты видела, нет, в Инстаграме у меня есть в таком золотом платье со скрипкой видео, вот это с одного из ивента. Потом, ну, то есть там очень прикольные образы, и мне нравится само по себе вот перевоплощаться, так скажем, да, из вот такой вот девочки там, в какой-то такой мадам. Это точно. Во все образы, Да, существующие в да-да-да. мире, правда? И каждый раз какие-то места такие суперовские, лакшери, И правда? места каждый раз ты видишь, у тебя вообще есть, в принципе, возможность, грубо говоря, практически бесплатно путешествовать. Вот сейчас я точно. поеду в Норд-Кост, так бы мне там до Норд-Коста самой добираться, а так мне, в принципе, добраться только до Каира. Из Каира будет трансфер, я поеду поработаю, я то есть заработаю и заодно увижу там эту всю красоту. Так, благодаря съемкам я уже на многих островах в Хургаде была. И то есть тоже так где-то, сколько, я не знаю, вход на остров $20, наверное, да, сейчас стоит. Вот. Благодаря съемкам это все можно делать бесплатно, еще и зарабатывать. Супер. Ну, небольшие деньги, но все же. Ну да, да. И куча впечатлений, и куча знакомых. Да. Представляешь? У тебя, если какое-то модельное агентство зайдет на твою страницу в Инстаграм, они скажут, вот эта модель востребованная, вот это Да, уже да, модель такая. надо не платить, это. надо нам купить ее, представляешь? Модель, к сожалению, уже модельный возраст вышел у меня. Нет, но всё же. ты знаешь еще, в Хургаде, в Египте модельный возраст начинается 40. Ты еще даже Да? Ну ты все, до я него- еще не доросла. ты не Я доросла в даже. начале своей карьеры. В начале ты еще даже не доросла, так что у тебя тут еще 20 лет минимум в запасе. Ну да. Ты все объездишь, не переживай. В общем, покажу, что у меня тут есть на туалетной полочке, да, или как это правильно говорится? Давай. На туалетном столике. Столик. Тут тоже много что привезено из дома. Тут всякие разные средства для волос и так далее. А корзина Когда- откуда такая? Вот эта корзина тоже из дома. Ну и это Супер. из дома. Это крестная вязала, по-моему, если я не ошибаюсь, корзину. Обожаю. Да, это подарили, получается, нам. Я обожаю всякие такие штуки, чтобы у меня все было Супер. сложено где-то и так далее. Вот, в общем, термозащита – это прям тут must-have в Египте, потому что особенно, когда ездишь на съемки, они делают постоянно укладки какие-то, термозащитой они Какая фирма совершенно хорошая, не покажи. пользуются. Я не знаю, мне тут посоветовали вот эту вот индолу. Тут покупала, да? Но вот эту тут покупала, да. Но у меня еще тут есть волшебный шкафчик, где, в общем, все новое, где то, что я привезла из дома. Это вот термозащиту я из дома привезла. Это Лимба. Очень хорошая. Да. И она пахнет очень вкусно, да. Вот, но без термозащиты тут просто никак. Да? Тут у меня все мои парфюмы, это тоже, это вообще прям, я обожаю запахи. Вот этот вот аромат, этого вообще прям, это One Love резервный. Это Арабские Эмираты, нишевая, получается, Где покупала? парфюмерия. Это вообще я в Дубае покупала, привезла сюда, да. Ну, сейчас дам тебе послушать, мне он очень нравится. Ой, ёлки. Это вот прям мой ресурсный. Супер, супер. Тут тоже, видишь, в таких бутыльках это в Египте тут уже было куплено. В общем, куча всего. Есть у меня вот такая вот сумочка, которую я каждый раз беру на съемки. Тут тоже я обычно ее, меняю содержимое, как бы в зависимости от того, куда и что. Это еще с отпуска я приехала, не успела разобрать. А тут у меня, получается, кисточки, косметика, всякие влажные салфетки, термозащиту тоже я сюда кладу, там расчески, потому что на съемки я езжу совсем со своим. Как бы кисточки для макияжа тоже. Я просто переживаю, когда ездишь, они красят очень много девочек,
не дай бог, что-то там занесут. Я в этом плане, короче, очень аккуратно. Молодец. Вот. Кстати, тоже, смотри, привезли какую копилочку, тоже из дома. Боже! Но мы ее привезли в разобранном виде. Это что? Да, и получается, тут уже собрали. Мне очень нравятся такие копилки, они Супер. прям мотивационные. Тут, видишь, поле. Тут можно собрать 200 тысяч, по-моему, нет, 100 тысяч, если я не ошибаюсь. И тут, то есть, расписаны циферки, 500, там, 1100, и ты каждый раз, когда закидываешь какую-то купюру, вычеркиваешь, и вот это очень сильно тебя мотивирует откладывать деньги, потому что, ну, я не знаю, лично Класс. мне быстрее хочется эти все... Дорогие подписчики, привезите мне в подарок такой, я тоже буду копить. Зачеркнуть эти все графы. Вот, ну, в принципе, вот так вот мы и живем. А вот вишенка на торте. Танечка привезла не только чашечки свечи, но еще и книжечки. Египетская книга мертвых. Ёптель-моптель. Это все психосоматика, путешествие души. Вау. переселение душ. Супер. Космические легенды Востока. Ну ты, про космос. ёлки-палки. Ты вообще... Вот такая Танечка у меня есть шикарная. Скоро мы с ней идем восход снимать. И дикий пляж, закат, да, все вместе. И восход, и закат. И восход, и закат, и вам будем показывать Хургаду вместе, по возможности. Потому что Танечка модель шикарного журнала. Хочу начать всю жизнь сначала. Так, ну мы на сегодня будем прощаться. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока. А это вот такой красивый вид из окна. Ну что ж, Танечку вы снова скоро увидите. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно нажимайте на темный колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока. Ой, какая вкуснятина. Танечка, представляешь, если бы я где-то поближе жила? Я могу еще с одной куриной. Я бы с продуктами приходила бы. Я люблю готовить. Любишь, да? Да, знаешь, это сугубо моя кухня. Вот я сейчас у мамы на кухне. Проблематично мне было, потому что я привыкла к своей кухне, я привыкла, что у меня свои там ножи и так